Всем привет! Вот как видите, имею такой огромный водяной циркуляционный насос. Как видите, он двойной, два электродвигателя. Я его нашел на металлоскупке и взял его на разборку. Он уже свое отработал. И давайте посмотрим, с чего он состоит, какая у него конструкция, сколько в нем содержится цветных металлов, каких металлов. Я думаю, будет это интересно и мне, и вам. Итак, раскрутили и снимаем сами двигателя из корпуса металлического. Данный водяной насос жизни повидавший, уже даже весь заржавел внутри. Все забито, сильно забито, заржавевший. Здесь еле прокручивает пищит. Этот лучше. Этот так заклинивший был, даже пищит. О. Вот такие дела. Так, смотрим в корпусе. В корпусе, как видим, здесь решеточки нержавейка. Ничего ценного нету. Металл и все. Смотрим, что есть в электродвигателях. Давайте перед тем, как разбирать, убедимся, все-таки рабочие эти электродвигателя или нет. Почему он был выброшен. И вот я подключил провод. Вот этот плохой двигатель не работает. А вот этот работает. Я подключил, и вот смотрите. Так, вот этот разберу я на металл. Они одинаковые. И посмотрим, с чего он состоит, что внутри есть и сколько там цветного металла. А вот этот электродвигатель я оставлю. Может, где-нибудь использую на какую-нибудь самоделку. Жалко выбрасывать. Хороший двигатель, раз рабочий. Конденсатор отключили. Пусть будет на запас. Вот как все разбирается, интересно. Вот и все. Оба. Крыльчатка. Оба. Нифига себе, как разбирается легко и просто. Вот как выглядит, я так понимаю, якорь. Интересный. Дальше внутри вот что. Должен быть, по идее, статор. Должна быть медь, насколько я понимаю. Все здесь запрессовано. А вот и где и медь скрывается. Итак, как вижу, статор запрессованный. Его не достать. Только надо разрезать корпус и доставать. О, алюминчик. А вот сам статор. Медь. Сейчас будем доставать медь из статора. Ну вот, медик достали из статора. Как видим, медика совсем немало, вроде и неплохо. Если кому-то интересно, как медь достать из статора, у меня есть на канале видео, можете посмотреть. Давайте посмотрим, как там внутри выглядит якорь и вообще, что там внутри есть в данной конструкции. Полно ржавчины.
И он был приклинивший, аж заржавевший. Вот какой интересный якорь. Весь был запрессованный. Подшипников нету. Чисто на втулочках. Вот какой якорь интересный. Вот и все как бы. Сам корпус пустой. Вот электрическая часть. Ничего нету здесь такого. Все по-современному. Вот как видите, сколько получилось алюминия, меди, черного металла с одного электродвигателя водяного насоса. Если бы два разобрал бы, было бы вдвойне. Но мы просто умножим на 2 и получится то же самое. Весить тяжелый металл. Как видим, 20 килограмм 700 черного металла. И так как у меня многотоннажные весы, они 1 килограмма не покажут. Так будем делать так. Свешу эту болванку. Как видим, 4800. И теперь вместе свесим медь. Медь вместе с болванкой 5900. Минус 4800 получается кило 100 меди. Дальше ложим вместе с болванкой алюминий. Как видим, 5900. Алюминия тоже кило 100. Итак, подбиваем итог. Значит, за все вместе алюминий, медь и черный металл по деньгам мы получили бы на сегодняшний день, если это все сдать на металлоскупке, 11 евро. И если еще разобрать тот электродвигатель, который я оставил, то еще плюс 7 евро. То было бы всего общее 18 евро. Если это все разобрать и сдать на металл, рассортировавший металлы по отдельности. Как-то так. А на этом я заканчиваю свой видеообзор. Всем спасибо за внимание. Всем пока.